Так, покажу сейчас в этом видео, выгодна ли солнечная одна панель, сколько она добывает, что работает, как работает и что сколько стоит, что сколько дает. Значит, начнем с солнечной панели. 280 ватт она выдает максимум, 10,5 ампер и 46 вольт. Это прям когда палящее солнце. Ну, сегодня погодка, как вы видите, ничего так. Уже тень и вечер. 13 февраля. Уже дело к тьме идет потихонечку. Солнце не так. Вот видите, бублик идет. Провод заходит в контроллер. Так, у нас сейчас 2,1 ампера. Ну, солнце, я же говорю, что уже не выдает 7 ампер, как сегодня выдавало. Даже 8 бывало так. Вот у нас сейчас 12,7 вольт на инверторе. Нагрузка висит. На счетчике я намайнил сегодня 500 ватт. В общем, это 4 киловатта сейчас я фиксирую. 500 ватт и 10 ватт. Видите, вот эта единичка, это 10, здесь сотни идут. Вот. И четверка тоже киловатты. Значит, вся станция бюджетная, недорогая. Сейчас про сумму расскажу, но давайте сейчас расскажем, что как, откуда работает. Вот два аккумулятора подключены, они параллельно друг к другу. В общем, крокодильчиками. Значит, это у нас инвертор. Вот провод в инвертор идет. Вот это контроллер, в него солнечная панель заходит, а от него уже идут провода, которые заходят в аккумулятор. То есть заряд осуществляется на аккумуляторы, они друг к другу подключены, а отсюда уже питается инвертор. От инвертора работает счетчик. Вот провод пошел в счетчик. Вот удлинитель. Вот он удлинитель. Вот он. У нас работает гибридная станция, бесперебойник. То есть вот он, заряд идет. Скоро 100% будет 77 ампер часов. К нему подключен аккумулятор к бесперебойнику. В общем, заряд аккумулятора осуществляется. Почему гибридная станция, говорю? Потому что если в сети не будет электричества, то сзади розетка будет выдавать вам на ваше оборудование энергию. Будет выдавать энергию от аккумулятора. Если электричество в сети появится, то будет уже от розетки работать ваше оборудование и заряжать аккумулятор параллельно. Вот, когда исчезает электричество, вот сейчас аккумулятор работает. Вот он. И еще мне нравится эта гибридная станция за то, что она выравнивает вольты для работы в сети. То есть слева мы можем, не знаю, видно, не видно. Слева мы видно 219, это то, что у нас в розетке, а 236 туда-сюда оно прыгает. Это то, что нам бесперебойник дает, необходимое для оборудования, для его функционала. Инвертор у меня идет на 12 вольт, реально 350 ватт, может постоянно активно работать. 500 это потолок, но он уже греется при такой мощности. Максимум можно запустить болгарку, перфоратор, там киловатт, там 5 минут поработал, вот такое. Мы видим сейчас, что солнечная панель выдает 41,8, 646 это максимально вольтаж. Вот, я вам сейчас еще покажу панель одну и мощнее, и другую гибридную станцию. Всегда имейте два контроллера, не контроллер, тестера. Два тестера для того, чтобы тестировать мощность аккумуляторов, сверять. Потому что, может один еще брехать, чтобы быть уверенным точно, что вам показатели не брешут. Надо два, чтобы это проверять 100%. Вот у меня есть еще вторая солнечная панель. Она поздоровее будет, чтобы вы понимали, вот рука. У меня лапы огромные. Видите, какая она гигантская. 450 ватт выдает, 15,5 ампер максимум. 58 вольт максимум выдает сильно палящее солнце. Вот. Схема подключения выглядит вот так.
на упаковке нарисовано, для того, чтобы вы понимали, что тут ничего сложного в подключении нет. Но инвертор у меня прямо на аккумуляторе висит, и клеммы вот так идут на него. Ну, тут у меня по факту рядом еще один аккумулятор стоит. Вот, все нарисовано. Главное, не путаем плюс с минусом, потому что будут последствия страшные. Я уже вам показывал, как я бесперебойник ремонтировал. И показывал, ну, там вообще простецкий ремонт, копейки стоит. Но это я вам говорю на тот случай, если вдруг уже случится, чтобы мастера вас не обманывали, потому что берут за эту работу очень много денег. Долларов 50 могут взять, 60. Так, вот вы видите у меня второй контроллер такой же, только на 40 ампер. Здесь это пишется, но надо проверять это все таким образом. У меня здесь автоматы защиты стоят. 2 на солнечную панель и 2 на аккумулятор. Я сейчас запущу контроллер. Вот так вот. Запускаем, то есть вот 40, видите, написано, ампер. Это 100% вы можете убедиться в том, что здесь 40 ампер. Дальше я запускаю солнечную панель. Но мы сначала запускаем аккумуляторы, а потом уже солнечную панель. Не наоборот, иначе вы спалите оборудование. Вот я запускаю сейчас аккумуляторы. Вот я поднял вверх. И вот у нас пошел заряд. Вот, так как солнышко село, вот эта солнечная панель, что я вам сейчас показывал, вот это она. 58 вольт она уже не выдает. Вот заряд пошел. У меня аккумуляторы заряжены уже, за весь день зарядил, уже мне хватает. Это оно сейчас там сопли добьет уже, там остатки. Вот, даже уберет 0,6 уже ампер, потому что уже заряд есть полный. Сейчас до 14,8 дойдет. То есть максимальная нагрузка, когда уже 100% зарядил аккумуляторы, это 14,8. А потом оно как бы уже перестает амперы давать. Ну, люди спрашивают часто, отсекает ли оно. Я не дожидаюсь. Вот, я отключаю, потому что перезаряд это плохо для аккумулятора. Глубокий разряд это тоже очень плохо. Обычно я здесь тоже подключаю параллельно аккумуляторы, но мне нужно было зарядить конкретно это. Тут контроллер, здесь инвертор. Вот так вот параллельно подключайте, и у вас все может функционировать, там станция. Вот у меня второй такой же инвертор. У меня вообще дофига таких инверторов. Вот еще одна у меня гибридная станция. Сейчас, кстати, в розетке 184 вольта и 216 это оно равняет. Видите, я на улице, кстати, извиняюсь, показывал вам бесперебойник, там 200 с чем-то было вольт, ну то есть нормальный инвертор работает. В розетке очень фигово. От такой мощности инкубаторы и, в общем, теновые аппараты работают неполноценно. Вот у меня параллельно 2 аккумулятора подключено. Вот его показатели, что при скольки может работать, при какой эксплуатации. Такой аппарат без аккумуляторов продается, огромный вес, и у него где-то до 6,5 килограмм, а стоит $200. Такой красавец. Активный кулер сзади, охлаждение работает, пищалки, все тоже как бы напоминает. Одни провода я докупил, эти шли в комплекте, без клемм. Как видите, все функционирует. Цыплятки уже лупятся полным ходом. Разные породы, как видите, есть. Красавцы какие. Ой, какие красавцы. Ну все, закрываю. Вот все функционирует. Тоже гибридная станция по факту. Ах да, чуть не забыл. Вот видите, у меня еще таких есть 2 аккумулятора. В общем, они у меня на запаску стоят. У меня вообще много тоже таких аккумуляторов. Я вам показывал в предыдущих роликах. Ими пользуюсь. Я ни на чем не настаиваю. Вы можете использовать то, что вам угодно. Вот, чтобы у меня было здесь постоянное освещение, инкубаторы, все работало. Мне нужно вот такие всякие штучки, я елочки выращиваю. Мне для этого нужно постоянное электричество, для цыплят постоянное электричество, чтобы они в брудерах могли функционировать, жить, кушать, пить. И мне нужно постоянное освещение, постоянное для растений. На улице сильный мороз, я бы так бы не смог это без освещения выращивать. У меня только в курятнике 170 кур, и им нужно постоянное освещение, вытяжка, чтобы все это работало.
У меня есть еще оборудование для курятника. Так, ну начнем. Вот это за $50 можно купить. В нем даже встроенный аккумулятор. Но я его убрал, так как он там вообще еле живой был. И дистиллированной воды в нем не было. И засульфатированный он весь, я его убрал. Значит, это мне достался от автомобиля. Когда автомобиль покупал. В общем, поменял аккумулятор, новый установил. Вот, кстати, немец. Натуральный немец. Вот такой вот аккумулятор можно купить от 1500 до 1700 гривен. Вот такой вот инвертор можно купить от 1500 до 3500. Вот этого красавца можно купить от 400 гривен до 1000 с чем-то гривен, там 1100. Вот такую красавицу солнечную панель можно купить от 35 евро до 50 евро. Ну, в зависимости. Лично я брал за 50, потому что их поштучно за 35 не продавали. 6 штук надо брать. Это в одном месте. А в другом месте, где я брал по 50, поштучно продавали. Вот прислали. Запакованное, все четко было. На крышу положил, привязал веревками на крышу машины и притащил. Вот такая солнечная панель стоит от 100 евро до 110. Тоже поштучно. Где-то, вот если брать комплект, по 6 штук, то можно в принципе купить, я так думаю, за евро 80 можно. Если брать 6 штук, за штучку вы за 80 евро заплатите. Вот. К сожалению, у меня на эту солнечную панель счетчик не стоит, там то, что у меня эксплуатируется. Но я чисто так фиксирую то, что получается там по самому минимуму использовать. Вот так вот. Чисто то, что я заряжал здесь аккумуляторы, те, которые поразряжались в курятнике, которые поразряжались для улицы. У меня много всяких станций, подписывайтесь ко мне на канал, у меня очень много полезной информации. Кстати, я ничего не рекламирую, если у вас есть там какие-то лучшие идеи, то пишите, обязательно попробую. Также подпишитесь ко мне на телеграм-канал, там у меня есть мастера, которые дают абсолютно бесплатный совет. Люди делятся, в принципе, с друг другом опытом. Открытая телеграм-группа, бесплатный совет, в общем, бесплатная подписка. Единственное, мы не нарушаем условия нашей группы. Мы не ругаемся там, ничего не рекламируем, не обсуждаем политику, религию и не флудим. Все по теме, все по сути. Конкретно вот такой темы и сути. Спасибо за просмотр, поставьте этому видео лайк, я старался.